и его напарник Сергей, таежники опытные. Их ни морозом в -30 не испугать, ни медведем. В тот день они проверяли дальние лунки на реке, когда тишину тайги разорвал рев мощного импортного снегохода. Пронеслись мимо городские, только снежная пыль столбом. Мужики сплюнули, не любили они таких туристов, что ради забавы зверя гоняют. Через час, когда гул стих, Сергей толкнул Михалыча. «Слышь, вроде скулит кто у промоины». Они подошли ближе к опасной черной воде. Там, цепляясь передними лапами за кромку льда, из последних сил держалась лиса. Она уже не боролась, только смотрела на людей огромными, полными ужаса глазами. Ее мокрая шерсть уже начала покрываться коркой льда. Еще минута, и она уйдет на дно. «Держись, рыжая!» Михалыч по-пластунски подполз к краю полыньи. Рискуя самому ухнуть в ледяную кашу, он изловчился и схватил зверя за шкирку. Лиса была тяжелой, неестественно тяжелой. Когда мужики рывком выволокли ее на твердый лед, она упала тряпкой, мелко дрожа. «Чего же ты, дура, плаваешь в такой мороз?» Начал было Сергей, наклоняясь к зверю, и вдруг осекся. «Михалыч, глянь, твою же мать!» Только тут, на белом снегу, они увидели причину, по которой здоровый дикий зверь оказался в воде и не мог выбраться. На задней лапе лисы, глубоко врезавшись в мясо до самой кости, затянулась стальная браконьерская петля из тросика, а к другому концу троса был привязан увесистый, ржавый тракторный трак. Это была не охота, это было садистское развлечение. Кто-то из тех, на снегоходе, поймал лису в петлю, привязал груз и загнал ее в полынью, чтобы посмотреть, как она будет тонуть. А когда насмотрелись, бросили умирать в муках. Увиденное заставило суровых мужиков, повидавших всякое, стиснуть зубы до скрипа. В тайге так не делают. Это было нарушение всех законов, и людских, и божьих. Михалыч молча достал кусачки, перекусил тросик, освобождая искалеченную лапу. Лису завернули в запасной тулуп и положили в сани. Она даже не огрызалась, понимая, что эти руки — спасение. Сергей также молча подошел к своим нартам и расчехлил тигр. Михалыч переломил свою двустволку, проверил картечь. Они посмотрели на свежий, глубокий след снегохода, уходящий в сторону охотничьей избушки на том берегу. «Ну что, Серега», — глухо сказал Михалыч, его глаза стали холоднее льда на реке. «Пойдем, спросим у туристов, зачем животину мучили? Тайга, она ведь все видит и за все спрашивает». Они встали на широкие охотничьи лыжи и двинулись по следу. В этот вечер в лесу будет жарко. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.